Итак, один ряд я провязала полой резинки и развернулась в обратную сторону. На изнаночном ряду нахожусь. И получается, что мы сейчас вот эту лицевую провязываем, которая была изнаночной. А эту вот петлю изнаночную снимаем, она у нас была лицевой. То есть мы повторяем то же самое. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, потому что мы сейчас находимся вот на изнаночном ряду. Довязываем до конца ряда, готовим иглу, и я покажу несколько значит, стежков иглой, как закрыть иглой полую резиночку. Итак, очередное включение. Будем закрывать иглой. И прежде всего нам нужно определиться, сколько нитей нам оставить для того, чтобы нам закрыть. Нам нужно, вот как на нашу вот эту длину, оставить 3 длины нити. Конечно, получается очень длинный хвост, так скажем. Поэтому так, 1, 2 и 3. Так вот отрезаем и будем закрывать. Если же, предположим, не хватит, потому что очень, горловина большая, глубокая здесь у нас, придется тогда где-то прятать остатки нити на изнанке и дальше потом закрывать. Итак, мы находимся на лицевой стороне, на правой полочке, и будем закрывать иглой петли. Итак, сначала нам нужно нить закрепить. Итак, начинаем. Я хочу показать несколько стежков, несколько моментов, как закрываем. Значит, вводим в кромочную, вводим нашу иглу. Снимаем со спицы кромочную. Следующая петля лицевая, не провязывая, вводим в нее нить. Снимаем со спицы. Итого у нас 2 петли сняты со спицы. Теперь начинаем провязывание фактически с изнаночной. Вводим иглу в изнаночную снизу. Так, поправить, она здесь зацепилась. Дальше, следующий шаг. Теперь входим в снятую лицевую петлю и подхватываем правую дужку следующей лицевой петли. И в изнаночную входим еще раз. Вот с этой стороны теперь справа. Итак, теперь снимаем эту петлю со спицы. И начинаем вязать дальше. Обе петли со спицы. Заходим опять в изнаночную петлю. Подхватываем предыдущую лицевую петлю. Вот она. И следующую петлю. Вот она. Нить длинная, но что делать, не хочу я потом новую начинать где-то закреплять. Здесь расправить все надо хорошо. И теперь в изнаночную входим еще раз. Вот в эту изнаночную входим. Поправляем все. Слегка подтягиваем и снимаем 2 петли со спицы. Добавлю, что у меня на канале
есть видео, которое называется «Как закрыть петли резинки 1 на 1 иглой. Точка, фабричный край». То есть вот этот вариант. Так, еще раз покажу. Входим в изнаночную петлю. Дальше подхватываем левую дужку снятой лицевой петли и заходим в правую дужку следующей лицевой петли. Так, протянули. И третий шаг. Заходим еще раз в изнаночную петлю. Протягиваем все. И 2 петли снимаем со спицы. Так, я вот здесь поправить хочу немного. Итак, вот мы закрыли уже фактически нашу полую резинку и будем закрывать дальше вот так вот в изнаночную, потом вот эти шаги и так далее. Итак, мы с вами встретимся, когда я уже закрою полностью вот эту нашу горловину, и мы с вами встретимся. Итак, я закончила закрывать вот горловину. Вот, на мой взгляд, получилось нормально, неплохо. Значит, и теперь мы перейдем к вязанию рукавов вот этого замечательного, интересного французского джемпера или французской кофточки. Итак, до следующего включения. Сегодня мы продолжаем вязание французской кофточки или французского короткого кардигана на размер 44-46. И вот это рукав. И я провязала, вы видите, уже немного рукава. И хочу рассказать, как я вязала этот рукав. Итак, я набрала 44 петли, провязала резинкой 1 на 1 12 рядов. Поскольку это вшивное изделие, сшиваться будет, я набирала так, чтобы у меня с одной стороны начинался край лицевой петлей, а заканчивался изнаночной петлей, чтобы у нас получилось при сшивании, ну, хорошее полотно. Итак, провязала 12 рядов. Далее, как я распределила петли? Кромочная, лицевая. 2 петли вместе взяла. Это у нас начало нашей одинарной дорожки. Дальше 3 петли лицевых. Дальше сразу провязала из 5 петель, провязала 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево. То есть это вот двойная дорожка. Вот она дальше продолжается. Дальше на 21 петле начала вывязывать нашу клубнику с веточками. Как обычно, 7 лицевых, 2 вместе, лицевая и так далее. Далее, то есть провязала вот 21 петлю. Вот провязала вот раппорт, 21 петлю. Далее сразу 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево. Далее 3 лицевых. Далее 2 вместе влево. Это имеется в виду, вот будет начало нашей одинарной дорожки. Далее 1 лицевая и кромочная. Итого 44 петли. Теперь вы видите уже по связанному рукаву, что я делала прибавки. Значит, я записала прибавки. Итак, как я делала прибавки? Первую прибавку я сделала в 10 ряду узора. То есть вот уже узор. В 10 ряду первую прибавку. Дальше я сделала 2 прибавки в каждом 8 ряду. То есть через 8 я сделала 2 прибавки. И в результате у меня сейчас до вот этой одинарной дорожки у меня сейчас 4 и 1 кромочная. Как вот, возможно, вы знаете, в основном прибавки мы делаем в каждом 8 ряду. Но я вяжу на размер 44-46, то есть ручка, сама рука не полная, и параметры такие, что мы примерили и посмотрели, что уже сейчас, в настоящее время, прибавок делать не нужно. Если же у вас другие параметры, то вы можете продолжать делать прибавки в каждом 8 ряду. То есть 7 рядов вы провязали,
Ну, справа и слева, конечно. 7 рядов и провязали, прибавка. Прибавки я в основном делаю скрещенными петлями. Скрещенными. Вот. Теперь я прибавки пока делать не буду. И, возможно, я буду делать дальше в 10 ряду. Но, опять же, это все индивидуально, надо примерять. И добавлю, что я, значит, расчета прибавок на рукав не производила. Я исходила из того, что будем прибавлять в каждом 8-м до проймы, ну, до проймы имеется в виду, вот. Но в связи с тем, что произошла примерка, посмотрели и решили, что нам достаточно. И я буду прибавлять, возможно, теперь в каждом 10-м. Значит, у меня сейчас провязано 1, 2, 3 раппорта узора и значит, 2 ряда следующего раппорта. То есть, если по схеме, то провязан ряд под цифрой 2, ну вот крутится наша леска, и под цифрой 4. И теперь вязать нужно 6-й ряд. Вот, и вот я пришла, чтобы вам показать, какие у меня процессы по вязанию. То есть, вот до следующего включения провязываем и делаем прибавки либо в 8-м, либо в 10-м ряду. Итак, до следующего включения. Итак, продолжаем наше вязание. У меня сейчас на спицах 57 петель. И согласно нашей схеме, вот наша схема, убавляем 3, 2, 2 и дальше. Значит, первая убавка 3 петли. Самым обычным способом я убавляю. Придерживаю вот руками петли, потому что мохер и ажур очень растягивается. И третья. Либо волоски мешают. Так, вот 3 петли. И провязываем дальше по узору. Так, приходим вот сюда, к концу ряда, где у нас тоже 8 петель. В конце ряда мы провязываем 2 вместе, разворачиваемся и закрываем еще 2 петли. Итак, до следующего включения. Итак, в результате первых убавок у нас вот закрыты вот эти 8 петель. 1 петля из одинарной дорожки без накида я закрывала 9. И 1 петля вот из этих 3 петель, значит, 3 лицевые у нас, вы помните, были. Вот, осталось здесь 2. Итак, я предлагаю повесить маркер вот здесь. То есть, чтобы было видно, что вот у нас вот здесь закончилась наша первая часть убавок. Приступаем ко второй части убавок, и у нас здесь нужно закрыть 9 петель. Их можно отметить при желании вместе с накидами 2, 4, 6, 7, 8, 9. Так, я возьму красный маркер. Итак, 2, 4, 6, 8, 9. И имеется в виду, как я напоминала, здесь мы закрываем, значит, в каждом лицевом ряду и 1 петлю, любую, либо ближе вот сюда к 3-й части, мы закроем во 2-м лицевом ряду, то есть через ряд. И у нас получится в результате наше количество, которое нам нужно, 37 рядов. Итак, закрываем самостоятельно. Вот счетчик рядов у меня 12. Ну, вот видно цифра 12. Вот это 13-й ряд, вот это. И начинаем закрывать. И до следующего включения. Итак, вот я провязала вторую часть нашего вязания. А вот маркер красный, который я вот оставила, видите, я провязала вот 20 рядов. Вот. 20 рядов. То есть пришлось маркер просто переснять, потому что он мешал процессу вязания. Итак, у нас теперь сейчас 3-й этап нашего вязания. У меня на спицах 20 петель.
И я начинаю, значит, третью часть вязания. Итак, закрываем 3 петли. Дальше вяжем по узору, в конце ряда закрываем 1, разворачиваемся, закрываем 2 и так далее. И до следующего включения. Итак, вы, наверное, видели, что у меня в процессе вязания уже заканчивалась пряжа. Ну вот на этом у меня немножко осталось вот пряжи чуть-чуть для вот от этого рукава, от первого. А вот эту пряжу с этого рукава я использовала немного на горловину, и поэтому вязала и думала, хватит ли мне закончить вот этот узор клубничка или не хватит. Ну и вот, давайте посмотрим. Так, счетчик рядов нам не нужен. И вот второй наш рукав. Вот, все у нас хорошо. Ну, вот видно, я думаю, да? Давайте приложим. Итак, очередное включение. Вот один рукав сшит. Вот разверну. И я хочу показать немного, как я сшиваю рукава. Вот. Вы понимаете, что это без ВТО, то есть как связан и сшит, и вот только. Поэтому я покажу немного, как я сшиваю. Итак, я покажу, как я... Ну вот, предположим, если вы, значит, вяжете, у вас готов рукав, можно прометать нитью. Но я немного ленюсь, поэтому я использую маркера. Вот на таком, на небольшом расстоянии друг от друга, вот видно, да. Я вот так соединила маркерами свое изделие, и теперь у меня, когда я вяжу, я часто оставляю кончики. Ну вот я набирала, и у меня остался кончик. Я его использую здесь, а потом сюда вот добавляю нить, без узла, правда, без узла. Я так, ну, как бы несколько стежков заворачиваю, ну, чтобы узла не было. Ну, понятно, думаю. И вот я хочу показать чуть-чуть, как я сшиваю рукав. И надеюсь, вам... Сейчас, может быть, я приближу. Итак, вот продолжаем шитье наше. Вот так еще покажу, буквально несколько стежков. Значит, вот сюда мы колем. И дальше вот сюда. И так шьем дальше до конца. То есть находим вот эти маленькие перемычки, вот они. Вот они. И так вот шьем. И получается аккуратно и хорошо. И маркера не дают, конечно, этому полотну двигаться вправо-влево. И до следующего включения. Итак, перед вами вот пройма. Покажу немного, как я буду пройму вшивать. Вшивать я тоже буду на лицевой стороне. И кратенько скажу, почему на лицевой. Если я смотрю, и, допустим, если с одной стороны я беру иглой петлю, вернее, на петлю за 2 дужки, а здесь у меня, предположим, ну, широко или просто вот от накида у нас дырочка, значит, все нужно смотреть. С изнанки, если сшивать, у вас этого не получится. Итак, вставили рукав, закрепили вот здесь, вот где у меня шов, закрепили. И теперь вот здесь по краям, ну вот так вот я маркерами быстренько пройдусь и закреплю маркерами. Вот с одной стороны и, соответственно, с другой стороны. И в процессе сшивания, когда я сшиваю, я постепенно от маркеров освобождаю полотно и двигаюсь дальше. Итак, я вот как я, ну, значит, я вот так растяну, чтобы у меня было хорошо ровно. И потом приблизительно вот так маркерами
фиксирую, чтобы у меня края не двигались никуда в процессе сшивания полотна. Вот маркера мне помогают. Итак, я начинаю сшивать вот отсюда, где у меня пройма. Я заменила иглу, взяла, так, это у меня ниточка. Взяла, значит, я другую иглу, вот эту, потому что вот это рядом у меня желтенькая. Здесь все-таки ушко большое. Ну, я так подумала. Я вот взяла, у меня вот такая обычная толстая игла, и я буду сшивать этой иглой. Сшивать буду я по такому же принципу, как я и сшивала рукава. Итак, вот я заменила иглу, и сейчас буду сшивать. Вот эта желтая игла у меня рядом, здесь все-таки широкое ушко, хоть она сама маленькая. Я заменила, я взяла другую иглу и буду сшивать тем же принципом, как я и сшивала, значит, рукав. То есть вот закрепляю. И шью все время сверху. Сейчас мы закрепим это все. Ну и вот, значит, либо за одну дужку, либо, ну, сначала я буду за одну дужку, чтобы у меня получилось все хорошо, аккуратно. И вот дальше смотрю, чтобы у меня петли хорошо лежали ровно. Вот, расправляю так вот все. И вот здесь я беру за одну дужку. А вот здесь сейчас я буду брать уже за две. То есть нужно смотреть, как у вас полотно. Вот здесь, предположим, у нас широко, а здесь более петли ровно лежат. Поэтому, чтобы у нас было аккуратно и ровно, значит, следующее мы берем вот сюда. А здесь берем за две. И дальше. Сшивать пройму, вот вточной рукав сшивать в пройму, это дело требует терпения, конечно. Сшивается это все медленно довольно-таки. Вот. Ну вот я вам показала несколько стежков. Вот что у нас получается. Стараемся по мере возможности, чтобы у нас были ровные стежки, и смотрим, чтобы у нас полотно наше не перекосило нигде, и было все аккуратно. Итак, я думаю, вам понятен принцип сшивания рукава в пройму. То есть я сейчас вшиваю. Вшивное у нас изделие, и я вшиваю рукав. Ну и так далее. Вот здесь немного растянуто, ну вот видно, вот в процессе вязания. Значит, буду здесь брать по одной дужке, здесь буду, может быть, по две. Здесь вот тоже следующий накид. В общем, надо все смотреть, и чтобы получилось у вас хорошее полотно. Итак, до следующего включения. Я думаю, все понятно. Итак, рукава вшиты вот с лицевой стороны. Вот со стороны спинки. Так, и второй рукав. Вот с одной стороны и вот со стороны спинки. Вот. Теперь осталось вшить пуговицы. И на этом работа будет закончена. Пуговицы куплены, вот такие пуговки. Значит, я положу, конечно, как вшивать я не буду показывать, просто покажу вот такой результат. Вот. И потом я уже подключусь, когда будут вшиты пуговки. Вот они у меня такие, светло-светло-зеленые. Ну вот видно, светло-светло-зеленые. Небольшие пуговки. Но мне показалось, кофточка
размер маленький, такая сама маленькая, и большие пуговицы здесь, ну, как бы не подходят. И тем более ширина планки у меня тоже небольшая, но я купила, в общем, небольшие пуговки. Итак, вот, значит, я буду сейчас вшивать пуговки вот в это наше замечательное изделие, в нашу французскую кофточку или же французский короткий кардиган. И до следующего включения.